Ну что, друзья мои, план на сегодня такой. Сначала играем свадьбу, потом похороны. А еще вы узнаете, при чем здесь собаки, что творится в королевском склепе и куда все-таки делся позвоночник. Звучит как полный бред? А вот и нет. Это просто история Тюдоров. Погнали! Друзья мои, прежде чем мы с головой нырнем в нашу сагу, которую уже смело можно назвать «Екатерина и король», давайте я расскажу вам, что же происходило в Лондоне зимой 1543 года. Потому что без этого вы никогда не поймете, как тихая леди у постели больного мужа вдруг оказалась в центре внимания самого страшного – короля Европы. Представьте себе, Лондон – суровая зима. За окнами туман и сырость, а в одном из богатых домов города разворачивается драма, которую мы могли бы понять и сегодня. Наша героиня Екатерина, преданная жена лорда Латимера. Они вместе уже 9 лет, и это был союз, построенный на глубочайшем уважении. Но сейчас ее муж тяжело болен, он прикован к постели и почти не покидает своих покоев. И вот здесь начинается то, что мы бы назвали трудовыми буднями, хотя в XVI веке это выглядело совсем иначе. Чтобы обеспечить себе будущее и не остаться в тени после ухода мужа, Екатерина устраивается на службу. И не просто на службу, а в свиту принцессы Марии, той самой, которую позже назовут Кровавой. Но в те времена это была просто Мария, дочь короля, тихая девушка с серьезным взглядом. Чем Екатерина там занималась? Да чем угодно, друзья мои. В XVI веке фрейлина – это не просто сидеть красиво, это сопровождать принцессу на прогулках и приемах, помогать с одеванием, читать вслух, когда принцессе скучно, обсуждать новости, сплетни, погоду и, конечно же, религию, играть на музыкальных инструментах, если умеешь, и просто быть рядом, когда нужно молчаливое женское присутствие. Екатерина умела все это. И больше того, она умела думать, а при дворе это ценилось выше, чем умение красиво приседать в реверансе. В те дни жизнь Екатерины была разделена на две абсолютно разные реальности. Утром, оставляя супруга на попечении опытных слуг, которые следили за каждым его вздохом, Екатерина облачалась в свои лучшие платья, садилась в карету и отправлялась на работу. А вечером Екатерина возвращалась домой, и здесь начиналась вторая часть ее дня, полная нежности и долга. Шелк и парфюмы двора сменялись запахом лекарственных трав и воска. Она не просто заходила отметиться. Екатерина часами сидела у постели мужа, поправляла подушки, перестилала простыни, следила, чтобы ему было удобно. Она разговаривала с ним, рассказывала, что сегодня обсуждали при дворе, какие вести пришли из Европы и о чем шутили. Для угасающего Латимера ее голос был единственным окном в мир, который он уже не мог увидеть сам. Представьте себе этот контраст. Первая половина дня – блеск золота, звуки лютни и интеллектуальные баталии в свете принцессы. Вторая половина – полумрак комнаты, тихий шепот и тяжелое дыхание больного человека. Она была связующим звеном между жизнью и угасанием и несла эту ношу с поразительным достоинством. Но давайте забудем о датах и коронах и просто заглянем в сердце женщины. Поставьте себя на место Екатерины. Вам 31 год. В современном мире это лишь начало, но в XVI веке это время глубокой зрелости и порой огромной усталости. За вашими плечами уже 2 брака. Первый с юным Эдуардом Боро был историей не про любовь, а про жалость. Вы были скорее сиделкой при больном мальчике, чем женой. Второй брак с Джоном Невиллом принес вам уважение и тихую гавань. Но сейчас ваш муж угасает у вас на глазах. Вы несете на себе все. Дом, детей мужа от прошлых браков, бесконечные заботы о лекарствах. И вы просто по-человечески устали. Не от него, не от заботы, а от жизни, которая снова заставляет быть сильной.
От того, что снова приходится тащить на себе все. От того, что тебе 31, ты женщина, ты хочешь, ну, хоть чуточку побыть просто женщиной, без долга, без обязанностей, без вечного «я должна». И вот, в один из январских дней 1543 года каменные коридоры дворца, сырость, которая пробирает даже сквозь несколько слоев шерсти. Екатерина идет по своим делам, в голове каша. Рецепты мази для мужа, молитвы, которые нужно будет обсудить с принцессой Марией, долги, счета, ни одной романтической мысли, совсем. И тут он, мужчина, навстречу, высокий, широкоплечий, новое лицо при дворе. Она раньше его не видела. Или видела, но не замечала. А сейчас просто скользнула взглядом и пошла мимо. Мало ли мужчин тут ходит. А потом она начинает встречать его все чаще. В покоях принцессы, в коридорах, на приемах. Он был везде, куда падал ее взгляд. И самое страшное, или самое прекрасное, она ловила на себе его взгляды, не случайные, невежливые, а те самые, от которых внутри что-то переворачивается, слишком долгие, слишком прямые, слишком наглые. Он смотрел на нее так, как не должен смотреть мужчина на замужнюю женщину, даже если ее муж при смерти. А вы знаете, что происходит с женщиной, которая долго была только сильной, которая забыла, что значит, когда на тебя смотрят не с уважением, а с желанием, которая думала, что ей уже не надо. Она сначала не понимает, просто замечает, что-то изменилось. Сердце бьется чаще, когда идешь во дворец. Взгляд сам ищет кого-то в толпе. Ты ловишь себя на том, что поправляешь платье перед входом, хотя раньше было все равно. Ты не хочешь этого. Ты не разрешаешь себе этого. Ты замужем, твой муж болен. Ты должна, а глаза уже ищут. И когда вы встречаетесь взглядами, ты отводишь глаза первой, потому что боишься, что он увидит слишком много. Вечером она возвращалась домой, садилась рядом с Джоном, поправляла одеяло, кормила с ложки, рассказывала новости, кто приехал, кто уехал, о чем спорили при дворе, что сказала принцесса Мария, какие сплетни ходят по коридорам. Она рассказывала все, кроме одного. Она не рассказывала про него, потому что, а как рассказать? Дорогой, сегодня я встретила человека, от которого у меня подкашиваются ноги. Сегодня он смотрел на меня так, что я забыла, как дышать. Нельзя. Это предательство. Даже если ничего не было, даже если только взгляды, даже если только мысли. А знаете, влюбленность, она ведь не спрашивает, удобно ли вам, не интересуется, свободны ли вы, не ждет, пока муж умрет. Она просто приходит, как январский ветер в Лондоне, неожиданно, холодно и сладко одновременно. И с этого момента жизнь Екатерины разделилась не на до и после, а на то, что при дворе, где был он, и на то, что дома, где был долг. Так, в январе 1543 года и началась эта история. История о женщине, которая ухаживает за умирающим мужем. И о мужчине, который смотрит на нее так, будто уже знает, что будет дальше. Так они и встретились. Томас Сеймур и Екатерина Парр. Все закончилось 2 марта 1543 года. В этот день Джон Невилл, лорд Латимер, закрыл глаза и навсегда ушел туда, откуда не возвращаются. Екатерина снова стала вдовой во второй раз. Казалось бы, она уже знает этот сценарий наизусть. Траур, черные одежды, тишина в доме, бесконечные молитвы и ощущение, что жизнь снова ставит тебя на паузу. Но есть одна важная деталь, друзья мои, которую нужно понимать, чтобы не осуждать ее поспешно. В XVI веке вдова – это не просто женщина, у которой умер муж. Это целый ритуал, расписанный по дням. Что положено делать вдове? По законам того времени женщина должна была носить глубокий траур ровно год. Черное платье, никаких развлечений, никаких балов, никакой светской жизни. Только дом, только молитвы, только воспоминания. Иногда управление имениями, если муж оставил дела, но и то тихо, скромно, не высовываясь. Первый месяц самый строгий – затворничество. Никого не видеть, никуда не выходить, только самые близкие родственники и священник. Екатерина этот месяц выдержала.
Март 1543 года прошел в тишине, молитвах и слезах. Джон был ей не просто мужем, он был другом, партнером, опорой почти 10 лет. Она искренне скорбела. Но в апреле она вернулась ко двору. Да, в трауре, да, скромно, да, без намека на веселье, но вернулась. Потому что жизнь продолжалась, потому что при дворе решались судьбы, потому что она была не просто вдовой, а леди с положением, которое нельзя было исчезать надолго. И вот тут, друзья мои, начинается самое интересное. Томас Сеймур, он не умел ждать. Он вообще был из тех мужчин, которые привыкли брать свое сразу. Дерзкий, амбициозный, красивый. Он смотрел на жизнь как на охоту, где промедление смерти подобно. Он видел ее взгляды еще при жизни мужа. Он знал, что она чувствует. И теперь, когда она официально свободна, он не собирался тянуть. Но давайте сразу расставим все точки над «и», чтобы никто не думал глупостей. Томас Сеймур не пробирался к ней по ночам, не подкупал служанок, не назначал тайных свиданий в темных углах. Это вам не Кэтрин Говард, это Екатерина Парр, женщина, для которой репутация значила больше жизни. Они встретились в саду. Представьте себе, апрельский день, Лондон, Королевский дворец. Солнце пытается пробиться сквозь вечную английскую облачность. Дорожки, первые цветы, тишина вдали от придворного шума. Они стояли вдвоем, два взрослых человека, ей 31, ему 35. Не юнцы, которых бросает в жар от одного взгляда, взрослые люди, которые знают цену словам и понимают, что за каждым решением стоит целая жизнь. Он не падал на колени, не рыдал, не размахивал руками, он просто сказал, коротко, ясно, так, как говорят мужчины, которые привыкли получать то, что хотят, но при этом уважают ту, к кому обращаются. И она ответила «да». С этого дня Екатерина стала и вдовой, и невестой одновременно. Но прежде чем мы продолжим, давайте разберемся в одной юридической тонкости. В XVI веке существовало два вида обещаний. Первый – официальный преконтракт. Это когда двое при свидетелях, а часто и в присутствии священника, называли друг друга мужем и женой. Обменивались клятвами, что в будущем времени поженятся. Иногда даже обменивались кольцами. Это было почти как венчание, только без церковного таинства. И после такого преконтракта расторгнуть отношения было очень сложно, фактически невозможно. Церковь считала это почти браком. Именно такой преконтракт, если вы помните, заключала юная Кэтрин Говард с Фрэнсисом Дерэмом. Это и сыграло роковую роль в их судьбе. Второй же – это была личная договоренность. Это когда двое договариваются пожениться, но не при свидетелях, не перед Богом, а просто наедине. И я обещаю, что буду твоей женой. Я обещаю, что буду твоим мужем. Это тоже имело вес, но меньший. Это было обещание, а не юридический факт. Если потом кто-то отказывался, другую сторону можно было засудить за нарушение обещания. Что же произошло в апрельском саду? Так вот, это был именно второй вариант. Они не звали священника, не приглашали свидетелей, не обменивались кольцами прилюдно. Они просто посмотрели друг другу в глаза и сказали: «Да, мы будем вместе». Почему? Потому что она была вдовой, потому что не прошло еще и 2 месяцев после смерти мужа, и поэтому их «да» осталось только между ними. Они стали женихом и невестой только лишь в своих сердцах. Итак, на дворе апрель 1543 года. Они стоят в саду, смотрят друг на друга и знают, теперь только свадьба, остальное формальности. Но, друзья мои, вы же знаете поговорку про «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Их свадьба, она случится, но совсем не так, как они планировали, потому что в игру вступит тот, кому не отказывают – король. А тем временем на берегу Темзы сидят те, кто видит изнанку истории раньше всех. Наши прачки, главные стражи порядка. Они точно знают, кто в мороз без чепца выскочил, у кого подол неприлично короток, и почему у короля снова глаза масляные.
Ой, бабоньки, гляньте-ка, наш-то синяя борода опять в женихах ходит. Плаху еще от опилок не подмели, а он уже новые кольца примеряет. Жених, прости господи, ни стыда, ни совести, чистая комедия. Друзья мои, давайте на минуту отвлечемся от нашей Екатерины и заглянем в гости к тому, кто вот-вот ворвется в ее жизнь грацией разъяренного носорога. Итак, жил-был король, Генрих VIII, если называть вещи своими именами. Тот самый, который уже схоронил пятую жену. Тьфу ты, не схоронил, казнил, как полагается, честь по чести, с соблюдением всех формальностей и отличным видом с эшафота. Так что Кэтрин Говард уж точно без щипца зимой не выскочит. И что вы думаете? Генрих не унывает. И если вы вдруг решили, что после этой казни он сказал: «Эх, ну ее эту любовь, пойду-ка я лучше в шахматишки перекинусь с Томасом Кромвелем». Ах да, Кромвеля же он тоже казнил. Ну, не суть. Так вот, вы плохо знаете нашего короля. Давайте на секунду притормозим и оценим масштаб трагедии. Из 5 предыдущих попыток создать ячейку общества у Генриха 2 жены изгнаны, 2 жены обезглавлены, и 1 умерла сама собой, и на том спасибо. Живехонько и при деньгах осталась только Анна Клевская. Она оказалась самой умной, вовремя поняла, что лучше быть любимой сестрой короля с хорошим пансионом и замком, чем королевой с перспективой познакомиться с палачом. Она, так сказать, вовремя застраховала свою жизнь, просто выйдя из игры. Генрих образца тех лет – это уже не тот прекрасный принц на белом коне. Это, скажем так, монументальный мужчина. Он изрядно тучен, будем вежливы. Он был размером с небольшой особняк. Страдает от скверного характера и незаживающей язвы на ноге. И вот этот завидный жених снова мечтает о свадьбе. Зачем? Дети. Надежда умирает последней. И давайте честно, если у него вообще получились бы эти дети, при его-то образе жизни и состоянии здоровья, сам процесс их производства вызывает серьезное сомнение. Утешение? Скорее всего, ему просто нужен был кто-то, кто будет сочувственно кивать, пока он ругает папу римского, и профессионально менять повязки на его королевских ногах. Но Генрих не был бы Генрихом, если бы он искал жену, скажем, по объявлению в местной газете. Нет, он снова замахнулся на международную арену. Оптимизм этого человека не знал границ. Он всерьез верил, что по Европе все еще бегают принцессы, которые не слышали, о его хобби коллекционировать женские головы. Генрих расправил плечи, стряхнул пыль с короны и начал свататься. И вы не поверите, кому он решил заглянуть на огонек первым делом. Первой в его списке счастливиц оказалась, только не смейтесь, Мария де Гиз. Если вы забыли, напомню, когда-то давно Генрих VIII уже сватался к этой прекрасной французской леди. А она посмотрела на него, посмотрела на его разводы, посмотрела на его казненных жен и сказала: «А не пойти ли мне быстренько замуж за кого-нибудь подальше от этого счастья?» И пошла за короля Шотландии Якова V, племянника Генриха, кстати. И вот, 1542 год. Мария де Гиз становится вдовой. Шотландский король умер, оставив ее с маленькой дочкой на руках. И тут какое невероятное совпадение. Генрих наш тоже совершенно свободен. Вы думаете, Генрих посидел, подумал и сказал: один раз она мне уже отказала, поищу-ка я другую. Вы очень плохо знаете этого мужчину. Генрих решил: прошло 5 лет, я стал мудрее, весомее, килограммов на 30, и опытнее в семейных делах. Наверняка Мария там в своей холодной этой дурацкой Шотландии локти кусает, сидит, растит дочку, маленькую Марию Стюарт, и думает: ах, какой мужчина пропадает. Подумаешь, казнил парочку жен, с кем не бывает. Зато какой масштаб. И Генрих, держитесь за стулья, сватается к ней 2 раз. Это же какая наглость! Это как если бы бывший, который дважды сжег твою квартиру, пришел и сказал: слушай, а давай попробуем снова. Представьте лицо Марии де Гиз, когда к ней прибывают послы из Англии.
Боже, опять он? И его старое доброе «выходи за меня, а то хуже будет». Мария, будучи женщиной в высшей степени вменяемой, прекрасно понимала, что имеет дело с, скажем мягко, человеком со специфическим чувством юмора и очень острым топором. Больше всего на свете ей хотелось высунуться из окна и проорать на весь остров: «Отстань от меня, старое чудовище! Найди себе другую шею!» Но нельзя. Позади маленькая дочь Мария, а впереди английская армия. И тогда Мария включает в себе дипломата 80 уровня. Она надевает маску глубочайшего сожаления и воркует английскому послу: «Ох, сэр Ральф, вы не поверите, как я мечтаю снова увидеть его величество. Я бы прямо завтра вскочила на коня и помчалась в Лондон. Но эти мои министры, эти ужасные, вредные шотландские лорды, они буквально держат меня за подол. Ни в какую не пускают, прямо костьми ложатся. Не пустим, говорит, нашу Марию к этому завидному жениху. Я в отчаянии, честное слово». Но как только посол выходил за дверь, Мария отбрасывала платок, хватала перо и начинала строчить письма в Париж со скоростью пулемета. «Кто-нибудь, пришлите войска, пришлите хотя бы святую воду. Тут английский маньяк решил, что я его 6-я серия. Спасите меня!» Но, друзья мои, она не отказала. Она плела тончайшее кружево из пустых обещаний и кокетливых вздохов, усердно мороча голову королю лишь для того, чтобы не потерять свою и выиграть время, пока на горизонте не покажутся спасительные паруса Франции. А что же Генрих? Он был маньяком, но не был дураком и понял, что его динамит на государственном уровне. Представьте себе эту картину. Генрих сидит в Хэмптон-корте. Перед ним стопка отчетов от послов. В одном написано: «Мария очень хочет приехать, но у нее насморк». Во втором: «Она уже почти в пути, но шотландские лорды спрятали ее сапоги». А в это время Мария де Гиз, не смыкая глаз, смотрит на море. И вот свершилось. На горизонте французский флот. Помощь пришла, деньги, солдаты и, главное, защита от английского аппетита. В тот же день английский посол заходит к ней, ожидая увидеть дату свадьбы. А Мария, попивая бургундское, ледяным тоном заявляет: «А знаете, сэр Ральф, я тут подумала. И Шотландия против, и я передумала. Передайте своему королю, шея у меня все-таки одна, и она останется в Эдинбурге». Генрих был в бешенстве. «Как? Мне? Отказала? Это шотландская француженка? Да пошла она! Да чтоб я! Да никогда в жизни! Вычеркните ее имя из списков, сотрите ее имя из истории. Слышать о ней не хочу! Тьфу на эту Марию де Гиз! Бессовестная, неблагодарная женщина! Сиди в своем Эдинбурге и мерзни дальше!» Он был похож на обиженного ребенка, у которого отобрали конфету, только вместо конфеты была целая страна и женщина, которая оказалась намного сильнее его. И вот здесь Генрих VIII пришел к тому самому моменту, который современные маркетологи назвали бы поддержкой отечественного производителя. После того, как Мария де Гиз так изящно указала ему на дверь, в голове у нашего рыжей бороды наконец-то что-то щелкнуло. Давайте будем честны. К 1543 году Генрих чувствовал себя как человек, который трижды пытался заказать шикарное платье по каталогу, а в итоге получил либо не тот размер, либо не тот фасон, либо, как в случае с Анной Клевской, вообще не то, что было на картинке. И в этот момент Генрих окончательно решил: свои лучше заморских. Во-первых, никакого фотошопа, он видел их во дворце каждый день. И главное, папа не прискачет на коне. Это, пожалуй, самое важное. Если заморская принцесса вдруг начнет капризничать, за ее спиной стоит армия, скажем, Франции или Священной Римской империи. А если накосячит своя английская барышня? Ну, вы же знаете Генриха. Тут все решается быстро, по-семейному, в пределах лондонского Тауэра. Никаких международных скандалов, чистая государственная измена. Вот так наш Генрих и поставил жирный крест на иностранных порталах знакомств. И вот он злой и дважды отвергнутый Марией начинает внимательно оглядывать придворных дам. И вот тут, в тишине дворцовых коридоров,
он замечает ее. Женщину, которая не шлет писем в Париж, не требует армий и умеет так мягко улыбаться, что даже у самого грозного тирана на секунду отпускает боль в ноге. Екатерина Парр. Он посмотрел на нее и подумал, а почему бы и нет? Своя, умная и, главное, ей некуда бежать. Друзья мои, вот здесь начинается настоящий театр одного актера. Представьте себе картину. Начало 1543 года. Англия замерзла в ожидании, а во дворце разворачивается драма, достойная премии за лучшую мужскую роль второго плана. Вдруг ни с того ни с сего наш грозный Генрих VIII превращается в самого заботливого папочку на свете. Вы же помните его старшую дочь, принцессу Марию, ту самую, просто Марию, которую он годами игнорировал, лишал титулов и вообще держал на задворках истории. И вот свершилось чудо. Король, который раньше не мог вспомнить о дочери месяцами, начинает навещать ее покои чуть ли не каждый день. Представьте картину. Покой принцессы Марии. Тишина, запах лаванды, девушки шьют, Мария читает. И тут бабах! Двери распахиваются и вваливается, именно вваливается его величество с музыкой, свитой и своей больной ногой. Мария, которая годами могла не видеть отца, в шоке. «Отец, неужели вы решили проверить, как я выучила латынь?» А Генрих, пыхтя и отдуваясь, машет рукой. «Да-да, дочь моя, латынь, это прекрасно. А кто это там у нас в углу? Так красиво нитки перебирает. Неужели это вдова Латимер? Какое совпадение! А я-то думал, тут только я и моя любимая дочь». И если вы хоть на долю секунды поверили, что Генрих пришел проверить, а не обижает ли кто Марию, поздравляю, вы официально самый доверчивый человек в нашем королевстве. Прачки на берегу Темзы, выжимая тяжелые гобелены, уже едва сдерживают хохот. Ой, вы гляньте на этого заботливого папашу. Зачастил-то как. Раньше Марию годами не видел, а тут из ее покоев не выходит. Ой, артист! Ой, жених! Дочку использует как прикрытие, а сам уже кольца в уме примеряет. Но давайте взглянем правде в глаза. Екатерине Парр на тот момент был 31 год. По меркам Генриха, который привык менять 18-летних розочек, как перчатки, это был уже практически антиквариат. 31 год в 16 веке. Друзья мои, для короля, охочего до свежей крови, это была почти бабушка. Но Генрих, наученный горьким опытом и парой отрубленных голов, внезапно понял. В 31 год у женщины появляется одно бесценное качество, которого напрочь лишены 18-летние нимфы – мозги. Генрих смотрел на Екатерины и видел не просто женщину, а высококвалифицированного специалиста широкого профиля. Профессиональная вдова. Она уже похоронила 2 мужей. Она знала, когда нужно промолчать, а когда просто принести стакан вина. Дипломированная сиделка. Король видел, как самоотверженно она ухаживала за больным мужем. Нет, Генрих, конечно, не считал себя развалиной, боже упаси, он-то был в самом соку, просто, мало ли, вдруг нога разболится от государственных дум, чисто теоретически. И гарантия стабильности. В 31 год женщина вряд ли полезет на сеновал с конюхом, просто ради острых ощущений. Она ценит, понимаете ли, покой, теологические споры и хорошие туфли. Итог. Генрих был в восторге от своего открытия. Екатерина была идеальной, умной и преданной. Она была как уютные старые тапочки, которые вдруг оказались украшены королевскими бриллиантами. А что же Екатерина? Она продолжала перебирать нитки, чувствуя на себе этот тяжелый липкий взгляд, и понимала, ее 31 год относительно спокойной жизни только что закончились. Начинался триллер, финал которого не знал даже сам автор. А теперь давайте оставим в сторону комедию положений и заглянем за кулисы, где разыгрывалась настоящая психологическая драма. Ведь в этой истории есть третий лишний, и этот лишний не кто-нибудь, а Томас Сеймур.
родной дядя наследника престола. И вот тут кроется самое интересное отличие этой ситуации от истории с Кэтрин Говард. Если с Кэтрин Генрих был обманутым рогоносцем, который последним узнал о грешках жены, то в случае с Екатериной Паар он знал абсолютно все. Генрих не был слеп. Он видел, как Томас Сеймур, красавец, авантюрист и любимец дам, увивается вокруг Екатерины. Более того, при дворе шептались, что у вдовы Латимер и Сеймура уже есть договоренность. Это не были тайные свидания в темных коридорах. Это был красивый, почти официальный роман двух зрелых людей, которые наконец-то нашли друг друга. И Генрих это понимал. Мешало ли ему это? Скажем так, для обычного человека это препятствие, а для Генриха это просто небольшая дипломатическая заминка. И если вы думали, что Генрих, узнав о чувствах Екатерины к Сеймуру, благородно отступил со словами «Ой, простите, не буду мешать вашему счастью, Томас же мой родственник», то вы явно перепутали Тюдора с кем-то другим. А Генрих рассуждал по-другому. Нет официального обручения, зарегистрированного в церкви. Нет. Значит, Екатерина свободна, а Томас Сеймур, это его подданные, а подданные не конкурируют с королем за женщину. Они просто благородно уходят в сторону. Друзья мои, давайте признаем, Генрих VIII был кем угодно, но только не примитивным ревнивцем. Вызвать соперника на дуэль или тратить силы на крики и топанье ногами – оставьте это пылким юношам. Генрих играл по-крупному. Он понимал, зачем пачкать руки кровью и устраивать скандал в семье, когда можно просто заняться кадровыми перестановками. Представьте эту сцену. Огромный величественный король восседает в кресле, а перед ним стоит статный, молодой и, что греха таить, очень встревоженный Томас. Между ними в воздухе висит имя Екатерина. Но Генрих делает вид, что хочет обсудить исключительно государственное благо. «Мой дорогой Томас», — гремит король, — «ваша верность, ваш острый ум и ваши таланты, в общем, Англия просто больше не может держать такого человека в тени. Вы заслуживаете величайшую награду». И тут Генрих выкладывает свой главный козырь. Нет, это не приказ об аресте. Это невероятное карьерное достижение. Сеймуру официально сообщают, что он получает статус постоянного посла и отправляется с важнейшей дипломатической миссией. Куда же его направили? В самое сердце Европы, в Брюссель. Формально это головокружительнейший взлет. А фактически это почетная ссылка через Ла-Манш. Генрих буквально купил отсутствие Сеймура билетом в один конец. Это было предложение, за отказ от которого в те времена полагалось знакомство с топором. Представьте лицо Томаса, когда он выходит из кабинета короля с указом о назначении послом в Брюссель. В голове у него в этот момент не трагические стихи о разлуке и любви, а четкий калькулятор. Генрих VIII, 51 год, по тем временам глубокий старик. Вес, как у небольшого слона, нога пахнет так, что мухи дохнут на лету. А Томас Сеймур – молодой, атлетичный красавец, дядя будущего короля Эдуарда. Вероятность пережить Генриха – 99%. А Екатерина Паар умная, верная, уже дважды вдова. Если она станет королевой, и Генрих, чисто случайно, конечно, скончается через пару-тройку лет, она станет самой богатой и влиятельной вдовой Англии. Томас Сеймур не был наивным юношей с горящими глазами. Он был один из самых расчетливых акул при дворе Тюдоров. И если Фрэнсис Дерем и Томас Калпепер, муж и любовник предыдущей жены, Кэтрин Говард, вели себя как персонажи дешевых мелодрам, безрассудно и глупо, то Сеймур играл в шахматы на уровне гроссмейстера. Томас сложил 2 плюс 2 и получил не 5, а 4 и понял, если я сейчас начну качать права и кричать «Это моя невеста!», я закончу свой путь на Тауэрском холме в компании палача. А если я сейчас вежливо поклонюсь, уеду в Брюссель, то получу жизнь и карьеру, и в конечном итоге Екатерину. А теперь давайте на минуту забудем о коронах, скипетрах и учебниках истории. Посмотрите на эту ситуацию глазами женщины, не шестой жены, а просто Екатерины. Впервые в жизни сердце Екатерины забилось не от страха или долга, а от настоящего живого чувства. И вдруг в этот уютный, залитый солнцем мир уваливается чудовище. Сначала это были просто визиты к дочке. Но Екатерина – женщина проницательная. Она видела, как Генрих, тяжело дыша и распространяя вокруг себя запах лекарств и старой кожи, садится рядом,
Она видела, как его тяжелый взгляд замирает на ее руках, перебирающих нитки. Это не было ухаживанием прекрасного принца, это была осада. Каждый раз, когда король заходил в комнату, Екатерина чувствовала, как воздух становится густым и тяжелым. Она понимала все. Она видела эту математику Генриха и понимала, что ее счастье с Сеймуром тает, как утренний туман. И вот Екатерина узнает новость. Ее Томас, ее надежда, ее единственный шанс на нормальную жизнь получает повышение. Его отправляют в Брюссель. В этот момент в душе Екатерины не просто что-то надломилось. В этот момент она услышала, как с оглушительным лязгом захлопнулась крышка капкана. Она поняла, ее рыцарь не просто уезжает, его убирают с шахматной доски, а Екатерина остается в Лондоне одна, один на один с человеком, который уже отправил на плаху 2 своих жен. И вот Екатерина Пара осталась в вакууме. Ее любовь уплыла за горизонт, а ее кошмар сидел в соседней комнате и выбирал подарки для своей новой жемчужины. В этот момент она, вероятно, чувствовала себя не будущей королевой, а жертвой, которую уже привязали к алтарю. Друзья мои, ну а что же было дальше? Едва паруса корабля Томаса Сеймура окончательно растаяли в тумане Ла-Манша, Генрих VIII выдохнул и скомандовал: «Начинаем операцию «Шелк и золото». Это был его старый, отработанный годами и 5 предыдущими браками сценарий. Генрих не просто посылал сувениры, он устраивал настоящую ковровую бомбардировку роскошью. В покое Екатерины начали прибывать целые делегации слуг, нагруженных так, будто они грабили Восточный базар. Километры шелка и бархата, самых редких цветов и невероятной выделки, чтобы Екатерина могла шить себе наряды, в которых она будет сиять рядом с ним. Золотые цепи, кольца с камнями размером с куриное яйцо, колье. Это была не просто романтика, это была маркировка территории. На языке Тюдоров это означало: «Смотрите же все, я уже вложил в эту вдову столько золота, что теперь она официально является моей собственностью». Если бы вы спросили саму Екатерину, что она чувствует, она бы ответила одним словом: ужас. Для нее каждый новый сундук был не подарком, а еще одним кирпичом в стене ее будущей тюрьмы. Она все прекрасно понимала. Екатерина была слишком умна, чтобы верить в бескорыстную любовь короля. Она видела, как захлопывается ловушка, она знала, и что принять эти подарки значит дать согласие, а отказаться значит нанести Генриху смертельное оскорбление, за которым обычно следовал Тауэр. К концу мая 1543 года Екатерина была настолько осыпана милостями, что официальное предложение короля должно было прозвучать уже как неизбежный финал долгой пьесы. Друзья мои, а теперь представьте себе эту картину и постарайтесь, пожалуйста, по-настоящему в нее вжиться. Екатерина понимала, к чему идет дело. Она видела этот разгон, эту подготовку, этот прицел. И она знала, что отказываться нельзя. Потому что у ее поклонника, во-первых, был ужасный характер, а во-вторых, у него смертельно болела нога. И вот, в разгар этого подарочного угара, на самом пике, когда Екатерина уже не знала, куда деваться от королевского внимания, она находилась на своем рабочем месте, в покоях принцессы Марии. Она сидела, возможно, с шитьем, возможно, с книгой, возможно, просто смотрела в окно и думала о том, как же все теперь это разрулить. И вдруг двери распахнулись. И перед ней король. Он сделал знак рукой, один короткий жест, и принцесса Мария, его собственная дочь, мгновенно исчезла, будто ее и не было. Слуги тут же заметались, обкладывая короля подушками, устраивая его в кресле напротив Екатерины. Он сел, тяжело дыша. Нога... вы поняли. Но все же он пришел, потому что не хотел ждать, потому что время уходило, потому что он король, и если он что-то решил, это случится здесь и сейчас. Что именно он сказал, история умалчивает. Но давайте представим, может быть, он попытался добавить романтики, может быть, выдавил из себя что-то вроде «Екатерина, я вас очень люблю, вы будете моей женой». Но даже если бы он сказал именно так, интонация была, это не вопрос, это не предложение, а констатация факта, обернутая в вежливую форму.
Перед ней сидел человек, от которого зависело все. Ее жизнь, жизнь ее брата Уильяма, который служил при дворе, жизнь ее дяди, лорда Парра, жизнь детей ее покойного мужа, которых она растит, жизнь десятков людей, связанных с ней родством и службой. Скажи она «нет», и все это рухнет. Существует красивая легенда, будто Екатерина сказала ему: «Я лучше была бы вашей любовницей, чем женой», мол, такая смелая, такая дерзкая, такая неправдоподобная. Но историки не находят подтверждения этим словам ни в одном серьезном источнике. Слишком рискованно, слишком смертельно, слишком похоже на Анну Болейн, которая тоже сначала дерзила, а потом, вы знаете. Наверное, внутри у нее все кричало именно это. Наверное, душа рвалась наружу с именно этим протестом. Но вслух она сказала другое. Она сказала то, что должна была сказать. Да, я согласна. Потому что, когда вам задают такие вопросы, вариантов ответа обычно два. И один из них последний в вашей жизни. Екатерина была умна. Именно поэтому она согласилась. Не потому, что хотела, не потому, что мечтала, а потому, что понимала. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Особенно, если ты заснула в Хэмптон-корте XVI века. Друзья мои, конечно, можно часто еще услышать, что Екатерина приняла предложение короля только потому, что была религиозной. Реформация, вера, долг перед Богом. Да, была, и это тоже. Но давайте сразу на чистоту. Конечно, вера в божественное провидение помогала ей засыпать по ночам, убеждая себя, что она идет во дворец не к тирану, а к пастве, которой нужно наставление. Давайте будем честны. В 1543 году даже самая убежденная атеистка, если бы такая рискнула существовать, поняла бы, что отказ Генриху – это самый короткий путь к вечности. В общем, в июне 1543 года Екатерина Парр стала невестой короля, 6-й по счету. Друзья мои, мы не будем утомлять вас скучными подробностями предсвадебной бюрократии. Скажем лишь, что на подготовку ушел почти месяц. Нужно было уладить юридические тонкости. Представьте себе, Екатерина с Генрихом были дальними родственниками. И архиепископу Кранмеру пришлось срочно выписывать специальную лицензию, чтобы этот брак не признали незаконным еще до банкета. И вот, наконец, 12 июля 1543 года свершилось. Екатерина Парр официально стала 6-й женой Генриха VIII. Конечно, вас интересует, и я прекрасно понимаю, почему. Был ли этот брак консумирован? Ведь мы с вами люди взрослые и понимаем, что Генрих, который достался Екатерине, уже не славился своими знаменитыми похождениями, точнее, полежаниями, которыми он блистал в молодости. К 1543 году наш жених был уже не тем пылким юношей, который когда-то скакал на лошадях и писал любовные сонеты. Но тут есть один важный юридический нюанс, друзья мои. Брак просто обязан был быть консумирован. Почему? Да потому что иначе это был бы не брак. Вспомните Анну Клевскую. Именно отсутствие консумации позволило Генриху так легко и элегантно от нее избавиться. Неконсумированный брак – это как неподписанный договор. Вроде был, а вроде и нет. Поэтому все историки сходятся на том, что в первую же брачную ночь, скажем так, долг был исполнен. Как это происходило? Давайте сразу договоримся. Некоторые вещи лучше оставить за кадром. Скажем так, это было сделано. Мужская часть соблюдена. Брак признан законным. Король мог быть спокойным. Эта жена от него никуда не денется. Теперь все по-взрослому. Было ли это легко? Очевидно, нет. Было ли это романтично? Боже упаси, конечно, нет. Но это было необходимо. И это было сделано. А как именно? Предоставим воображению зрителей, или лучше сказать, попросим их об этом не думать, потому что некоторые картины лучше не рисовать даже в мыслях. Но прежде чем мы погрузимся в пучину интриг и кошмаров, давайте сделаем глубокий вдох и признаем. Первая половина замужества Екатерины Парр и Генриха – это, пожалуй, самый здоровый и правильный период в жизни короля. Если честно, это был лучший выбор в его жизни. Иногда женщина, которая не родилась с короной на голове, оказывается куда больше королевой по духу, чем все принцессы Европы вместе взятые.
Екатерина принесла в этот безумный дом то, чего там не было десятилетиями – мир, порядок и настоящую семью. Представьте себе двор, который годами жил в страхе и хаосе, и вот появляется она, умная, тактичная, с колоссальным опытом управления не только поместьями, но и мужскими характерами. Екатерина была блестящим собеседником. В отличие от Анны Болейн, которая часто переходила грань в спорах, Екатерина знала тонкую черту. Она умела обсуждать сложные вопросы религии и политики так, что Генрих чувствовал себя мудрым монархом, а не учеником на экзамене. Мы помним про его больную ногу. И Генрих действительно страдал от постоянных болей, которые превращали его в разъяренного зверя. Екатерина ухаживала за ним мастерски. Она лично меняла повязки и умела успокоить его одним словом или жестом. Это была магия терпения, которой не обладала ни одна из ее предшественниц. Пока любители легенд спорят, кто действительно помирил короля с детьми, исторические факты говорят за себя сами. Именно при Екатерине Пар семья Тюдоров впервые стала похожа на семью. Мария была уже взрослой, но вот Елизавета и Эдуард обрели в лице Екатерины настоящую опору. Она не просто приглядывала за ними, она руководила их образованием, приглашала лучших учителей и создавала для них теплую и безопасную атмосферу. А Генрих был в те дни подозрительно спокоен. Он настолько доверял Екатерине, что даже назначил ее регентом, правителем страны, когда уехал на войну во Францию в 1544 году. Это был пик ее могущества и его признания. Она умудрялась быть идеальной женой, идеальной матерью и великолепным политиком одновременно. А теперь нам нужно понять главное, чтобы осознать масштаб того, что сделала Екатерина Пар. Если бы мы тогда сказали Генриху VIII, что его дочери будут править Англией, он бы, вероятно, забыл о больной ноге и лично догнал бы нас топором. Чтобы вы понимали, в какой юридической и династической яме находилась Англия до прихода нашей героини, давайте взглянем на королевскую детскую глазами тогдашнего обывателя. С легкой иронией, конечно, потому что ситуация была на грани абсурда. На тот момент у Генриха была одна единственная золотая акция – Эдуард. Статус – единственный законный наследник, выстраданный, вымоленный и чуть ли не канонизированный при жизни. Реальность – 16 век – это время, когда ты мог съесть немытое яблоко и к вечеру отправиться к праотцам. Эдуард не пылал здоровьем, и все будущее огромной страны висело на его хрупких детских плечах. Если бы с этим мальчиком что-то случилось, Англия просто превратилась бы в поле для битвы, всех против всех. А что же девочки? Тут начинается самое смешное. Мария, та самая просто Мария, взрослая, далеко не глупая женщина, но для Генриха она была лишь горьким напоминанием о его первом разводе. После того, как ее мать Екатерину Арагонскую с позором выставили, Марию лишили всех прав. Она была официально признана бастардом. Какая из нее королева? Так, засидевшаяся в девках родственница. Елизавета, дочь той самой ведьмы. Это вообще отдельная история. Рыжеволосое дитя Анны Болейн, исчадие ада, которой Генрих лично приказал отрубить голову. Вы только представьте, дать престол ребенку, чью мать ты казнил за измену и колдовство. Не смешите честной народ. Елизавета была для всех живым позором, юридическим нулем, который вообще непонятно зачем кормили за казенный счет. В 1543 году поставить на то, что эта дочь ведьмы станет величайшим монархом в истории, было все равно, что поставить на то, что свиньи полетят через Ла-Манш. А теперь слово нашим экспертам у корыта. Наши прачки, яростно отбивая королевское белье, в тот год только посмеивались над этими принцессами. Ой, слыхали, наш-то лев все над принцем дрожит, пылинки сдувает. Оно и верно, один ведь остался. Не на девок же надеяться, Мария-то испанская, та совсем кислая стала, все по углам крестится, а мелкая-то рыжая Болейнша, господи помилуй, мать-ведьма казненная, смех один. Кто ж бабу на трон пустит? Да еще и такую подпорченную. Уж лучше пусть Англией козел правит, чем дочь Анны Болейн. К чему мы ведем?
Вот именно в этот момент полнейшего династического тупика, когда дочери короля были официально никто и звать их было никак, на сцену выходит Екатерина Пар. А вот теперь самое главное, то, ради чего вообще стоит рассказывать эту историю. Что же сделала Екатерина? Все гениальное просто и в то же время бесконечно сложно, потому что давить на Генриха было нельзя. Это было бы последним, что сделала его любая жена в своей жизни. Екатерина была слишком умна для этого. Она понимала, чтобы этот стареющий, вечно мучимый болью лев тебя услышал, нужно говорить не о справедливости, а о нем самом. Она не выпрашивала жемчуга или новые замки для своих братьев. Она начала продавать Генриху его собственное бессмертие. Осторожно, шаг за шагом, она стала чаще привозить ко двору его дочерей, особенно Елизавету, ту самую рыжеволосую девочку, которую Генрих привык не замечать, потому что за ней стояла тень казненной Анны Болейн. «Посмотри», — говорила Екатерина, как бы невзначай, — «она знает латынь не хуже тебя. Посмотри, как она держится. Это же ты, только в юбке». Сначала Генриху было все равно. Он вообще не привык замечать детей, кроме сына. Но Екатерина не сдавалась. Она снова и снова приводила к нему девочку, показывала ее успехи, ее острый ум, ее удивительное сходство с отцом. И в этом старом, больном, уставшем монстре что-то щелкнуло. Он вдруг увидел себя, не память об Анне, а себя, свою молодость, свой ум, свою энергию, только в хрупком женском обличии. Елизавета была блестящей, она знала латынь, греческий, философию. Она так спорила о теологии, что ученые-мужи открывали рты. И Генрих, глядя на нее, начал видеть не дочь ведьмы, а свою кровь. А как, скажите, пожалуйста, он мог лишить наследства самого себя? А про Марию Екатерина говорила иначе. Посмотри, как она тебе предана. Сколько бы ты ее ни отталкивал, она всегда возвращается. Такая верность дорогого стоит. И Генрих смотрел и видел. Он уже знал, что мальчик один, Эдуард хрупкий, болезненный, ненадежный. Вся надежда Англии висела на волоске, и если с ним что-то случится... Генрих об этом думал. Но теперь у него перед глазами были две здоровые, умные, живые девочки. Особенно эта рыжая, с острым языком и пронзительным взглядом. И в 1544 году произошло то, что навсегда перевернуло историю Англии. Генрих подписал третий акт о престолонаследии. Этот документ полностью изменил порядок наследования. Да, Эдуард оставался главным наследником, но если он умрет бездетным, корона переходила к Марии и ее потомкам, а если не останется детей у Марии, трон получала Елизавета. И все это благодаря одной умной женщине, которая не выпрашивала себе драгоценности, а думала о будущем страны. Друзья мои, представьте себе на минуту, если бы женой Генриха в тот момент была какая-нибудь очередная красотка, думающая только о нарядах и своих родственниках, увидела бы Англия золотой век Елизаветы. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но знаете, есть такой красивый образ – эффект бабочки. Одно движение крыла, и через океан начинается ураган. Так вот, Екатерина Пар была той самой бабочкой. Она взмахнула крылом в тишине королевских покоев, и Англия повернулась в другую сторону. Маленькая рыжеволосая девочка, которую никто не принимал всерьез, вдруг получает шанс стать Елизаветой Великой, шанс разгромить непобедимую армаду, шанс сделать Англию владычицей морей, шанс войти в историю как одна из величайших правительниц всех времен. И все это потому, что однажды нашлась женщина, которая не побоялась быть умной, которая не думала о себе, которая смотрела в будущее и видела там не свои драгоценности, а величие страны. Но давайте на мгновение забудем о Генрихе, как о грозном тиране, и посмотрим на него, как на человека, который наконец-то нашел женщину, способную не только подать бинт, но и обсудить устройство мира. Екатерина Пар в этот период – это не просто шестая жена, это королева-интеллектуал, которая создала вокруг себя настоящий центр притяжения для всех светлых умов Англии.
Когда в 1544 году Генрих VIII, вообразив себя снова молодым героем, отправился осаждать французский Булонь, он оставил Англию в руках Екатерины. Она не просто присматривала за хозяйством, она была регентом королевства. Пока муж воевал, она подписывала указы, собирала налоги и обеспечивала армию. Она вошла во вкус власти и поняла, она может управлять этой страной не хуже любого мужчины. Покои Екатерины превратились в некое подобие интеллектуального салона. Кто здесь был? Умнейшие женщины того времени. Герцогиня Саффолк, графиня Хартфорд, леди Тайрит. Именно в этот покой светлых голов вливается Анна Эскью, молодая, дерзкая и невероятно начитанная женщина, которая приехала в Лондон в конце 1544 года. А еще Екатерина сделала то, на что не отважилась ни одна женщина до нее. Она начала публиковать свои мысли. 1544 год выходят ее псалмы или молитвы. 1545 год публикуются молитвы или размышления. Это были первые книги в истории Англии, написанные и изданные королевой под собственным именем. Она стала голосом новой веры, духовным наставником всей страны. Друзья мои, Екатерина Парр в 1545 году – это вершина женского величия в эпоху Тюдоров. Она любима мужем, уважаема народом и окружена самыми блестящими умами. Кажется, что впереди только свет, но именно этот свет и ослепил ее, не дав заметить, как в тени уже готовится первый удар. Но прежде чем мы перейдем к самому острому моменту нашей драмы, нам нужно познакомиться с человеком, который в этой истории играет роль тлеющего фитиля. Если Екатерина Парр была светом и прогрессом, то этот персонаж был живым воплощением вековых традиций, застывших в ледяном расчете. Позвольте представить, Стивен Гардинер, епископ Винчестерский. Если бы в XVI веке существовало понятие «серый кардинал», Гардинер был бы его эталоном. Он не был фанатиком-безумцем, он был блестящим юристом и дипломатом. Гардинер был лидером консервативной партии. Он искренне верил, что порядок в стране держится на старой вере. Да, он признавал Генриха главой церкви, но он хотел, чтобы все остальное – обряды, молитвы, латынь – оставались незыблемыми. Для него перемены были синонимом хаоса и бунта. Он был одним из немногих, кто мог говорить с Генрихом на равных. Гардинер знал все слабые струны королевской души, его гордыню, его страх перед смертью и его паранойю. Для Гардинера Екатерина Парр была не просто очередной женой, она была системной угрозой. Он видел, как она занималась с принцем Эдуардом. Он понимал, если наследник вырастет под влиянием идей Екатерины, Англия навсегда уйдет от старой веры, а сам Гардинер окажется на свалке истории. Гардинера бесило, что в покоях королевы обсуждают Библию без участия священников. Для него это было крушением иерархии. Как это так? Бабы рассуждают о Боге. Для него это пахло не просвещением, а костром. И, конечно, он ревновал. Генрих слушал Екатерину, а Гардинер привык, что единственным мудрым советником короля должен быть он. Итак, декорации расставлены. С одной стороны, яркая, образованная королева в лучах своего салона. С другой – Стивен Гардинер, затаившийся в тени дворцовых колонн. Он не спорит, он записывает. Он не нападает, он ждет момента, когда Генрих будет особенно раздражен своей больной ногой. А теперь давайте познакомимся с той, кто, сама того не желая, стала живой искрой в пороховом погребе Тюдоровского двора. Жизнь этой женщины похожа на яркую комету. Она пронеслась по небу Англии, оставив после себя ослепительный след и запах гари. Позвольте представить, Анна Эскью. Жила-была в далеком Линкольншире молодая дворянка. Она была удивительно красива, но, что в те времена считалось почти пороком, слишком умна и начитана. Анна знала Библию так, что могла поспорить с любым священником и имела дерзость думать своей головой. В 1544 году, бросив нелюбимого мужа-католика, неслыханная дерзость, Анна прибывает в Лондон. Она не ищет балов, она ищет правды. Она проповедует на площадях, раздает запретные книги и спорит о Боге так страстно, будто за ее спиной уже горят костры. При дворе Екатерины Парр в это время царила атмосфера свободы.
Умные женщины были в моде. Анна быстро находит общий язык с ближайшими подругами королевы. Она становится своей в том самом кружке, где читают переводы Библии и мечтают о переменах. Но была одна деталь. Анна была радикальнее всех. Она не умела шептать там, где нужно было молчать. И именно ее бескомпромиссность сделала ее идеальной мишенью для тех, кто хотел уничтожить королеву Екатерину. А уничтожить королеву, как мы помним, хотел Гардинер. Но просто прийти к Генриху и заявить: «Ваша жена еретичка», он не смел. За такую дерзость сам епископ мог мигом отправиться в Тауэр. Поэтому Гардинер решил действовать хитро через мостик, по которому он планировал дойти прямо до горла королевы. И этим мостиком стала Анна Эскью. А для Гардинера она была подарком судьбы. Он понимал, Анна не просто одиночка. Она была своей в кругу образованных дам, которые окружали королеву. Она дышала тем же воздухом свободы, что и Екатерина. И епископ расставил сети. Анну арестовали по обвинению в ереси. Формально за ее речи, но на самом деле, чтобы сделать ее заложницей в большой игре против пар. Анну отвезли в Тауэр. Гардинеру не нужны были ее молитвы, ему нужны были имена. Он хотел, чтобы она сказала: «Королева давала мне деньги на запрещенные книги», или «Подруги королевы тайно слушают мои проповеди». Но Анна оказалась тверже любого камня. Ее пытали на дыбе, в страшном станке, который разрывает суставы. И произошло немыслимое. Когда профессиональные палачи отказались крутить рычаги, глядя на мучения изможденной женщины, епископ Гардинер лично скинул свою тяжелую мантию и сам взялся за колесо. Он требовал имен. Он жаждал крови королевы. Но Анна молчала. Она не выдала ни Екатерину, ни ее дам. Ее тело было сломлено, но дух остался непобежденным. Любой другой бы отступил, но только не Гардинер. Он был блестящим юристом, мастером холодной логики, и если он не мог выбить признание, он решил сплести его из невидимых нитей. Гардинер начал действовать как настоящий сыщик. Он понимал, если Анна молчит, значит нужно смотреть на тех, кто стоит в ее тени. Он приказал перетрясти все записи тюремщиков. Оказалось, что пока Анна была в камере, ей передавали кошельки с золотом и корзины с едой. Гардинер проследил этот путь. Ниточки тянулись к слугам самых близких дам Екатерины. Для него это было яснее ясного. Если подруги королевы кормят еретичку, значит они в одной лодке. Епископ расставил уши за каждой портьерой. Шпионы докладывали ему о каждом тайном чтении в покоях Екатерины. Он собирал слухи о запрещенных книгах и долгих ночных спорах. По отдельности это были мелочи, но вместе они превращались в картину еретического гнезда прямо под боком у монарха. Гардинер просто собрал все эти крупицы, деньги подруг, запрещенные книги и острый язык Екатерины в один увесистый свиток. Теперь это было не подозрением, это выглядело как заговор против авторитета короля. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше по коридорам дворца, нам нужно остановиться в одном очень мрачном месте. Давайте почтим память женщины, которая стала сердцем этой трагедии. Жизнь Анны Эскью была короткой, как вспышка. Увы, она родилась слишком умной для своего века и слишком честной для своего окружения. Представьте себе жаркий июльский полдень. Смитфилд, место, где обычно торговали скотом, сегодня забит людьми. Но стоит тишина, от которой звенит в ушах. До того рокового момента, когда Генрих поставит подпись под ордером на арест своей жены, остается всего несколько недель. Дым этого костра фактически станет прологом к охоте на королеву. Анна не могла идти. После пыток на дыбе ее тело было превращено в сплошную рану. Суставы были вывернуты так, что она не могла даже стоять. Ее несли к столбу в специальном кресле, как какую-то печальную богиню. Она сидела в нем хрупкая и бледная, но с глазами, в которых не было страха. Когда ее привязали к столбу, среди зрителей пронесся вздох. Кто-то из сочувствующих, а может и сами палачи, чьи сердца не выдержали, повесил ей на шею маленькие мешочки с порохом. В те времена это считалось высшим актом милосердия, чтобы взрыв прервал мучения раньше, чем огонь доберется до легких.
Анна Эскью сгорела, так и не выкрикнув ни одного имени. Она унесла тайны салона Екатерины Пар с собой в небо. Говорят, небо в тот миг потемнело, и разразилась гроза, которую многие сочли Божьим знаком. Анна Эскью погибла, сохранив верность королеве. Гардинер, опьяненный этой победой, решил, что время пришло. Он собрал свои свитки, свои поддельные доказательства и направился к Генриху, у которого в тот день особенно сильно болела нога. Вот мы и подошли к той черте, где тихая семейная гавань превращается в бушующий океан, а умная женщина совершает самую опасную ошибку в своей жизни. Она забыла, что живет не просто с любящим мужем, а с человеком, который был и остается самым непредсказуемым хищником Европы. Давайте посмотрим, как это выглядело в те роковые дни 1546 года. Екатерина Пар за 3 года своего правления в сердце короля достигла небывалых высот. Она была не просто женой, она была его соратницей, регентом, автором книг. К ней прислушивались, ее обожали дети. И вот здесь сработала ловушка, в которую попадают даже самые мудрые. Она потеряла чувство опасности. Екатерина начала воспринимать Генриха как своего Генри, которого можно подлечить, успокоить и переспорить. Она забыла тень Анны Болейн, которая всегда незримо стояла за спинками тронов всех последующих жен. Екатерина решила, что ее интеллект – это ее броня, хотя на самом деле при дворе Тюдоров ум женщины часто становился ее приговором. Она начала позволять себе спорить с королем по вопросам религии, причем делала это настойчиво и порой при свидетелях. А теперь представьте себе состояние Генриха. Это огромный, измученный человек, чья нога превратилась в одну сплошную пульсирующую рану. Боль не отпускает его ни на минуту, делая его подозрительным до безумия. В такие моменты Генрих больше всего на свете хотел одного, чтобы его признавали единственным и непогрешимым. А тут его любимая Кат, его утешение начинает указывать ему, в чем он не прав в трактовке Писания. Для параноика короля это выглядело уже как не беседа, а как посягательство на его власть. Епископ Гардинер был великим мастером момента. Он не бежал королю, когда тот был весел. Он ждал. Он стоял в тени тяжелых портьер и слушал, как голос Екатерины становится все увереннее, а лицо Генриха все багровее. И вот, когда после очередного горячего спора Екатерина вышла из покоев, а Генрих остался один, тяжело дыша и сжимая подлокотник кресла от боли, а Гардинер бесшумно скользнул в комнату. Он не стал кричать, он заговорил тихим, сочувственным голосом. «Тяжело видеть, сир, как ваше величие подвергается сомнению. Вы глава церкви, вы мудрость Англии. И как печально, что те, кто ближе всех к вам, используют вашу доброту, чтобы сеять семена раздора. Это ведь не просто споры, это гордыня, которая всегда предшествует измене». Гардинеру не нужно было доказывать ересь, ему нужно было доказать неуважение. И Генрих, чье эго было ранено больше, чем нога, сорвался. Она слишком много на себя берет. Эти женщины возомнили себя нашими учителями. В этот момент Гардинер и достал свой список улик, связанных с Анной Эскью и дам из окружения королевы. Вот так на благодатную почву королевского гнева упали семена смертельной опасности. А теперь представьте Генриха. В душе он все еще считает этот брак самым счастливым. Екатерина его тихая гавань, его мудрая сиделка. Но в тот роковой вечер он не муж. Он деспот, у которого глаза залиты кровью от боли. Его знаменитая нога пульсирует так, что каждый звук кажется ударом молота по черепу. И тут появляется Гардинер со своим списком улик. Генрих не стал включать дипломата. Он не сказал: «Давайте обсудим это завтра на свежую голову». В тот момент он был похож на разъяренного носорога. В его голове пульсировала одна обида. Она со мной спорит? Она, которую я возвысил, учит меня, наместника Бога? И вот что важно, Генрих не подписывал ей смертную казнь. Он подписал бумагу на обыск и арест. Психологически это выглядело примерно так.
Она такая умная. Ну пусть Гардинер проверит ее сундуки. Пусть ее там немного припугнут. Для него это могло быть своего рода жестоким уроком. Он мог думать, что завтра, когда нога утихнет, он снова пожурит ее, и они будут пить вино у камина. Генрих в своем высокомерии не подумал о том, что для королевы Тауэр это билет в один конец. Он не осознавал или не хотел верить, что если Гардинер вытащит ее из спальни под конвоем, никакая любовь ее уже не вернет. Для короля это была вспышка гнева. Секундное решение здесь и сейчас. Он жил моментом, не думая, что этот росчерк пера может стать финальной точкой в жизни его любимой Кат. Друзья мои, давайте подведем черту под этим роковым вечером и попробуем взглянуть на все произошедшее не через призму сухой истории, а через наши с вами обычные человеческие чувства. Ведь Генрих VIII при всем своем пугающем величии в ту минуту был пугающе обычным. Представьте себе ситуацию, знакомую каждому и сейчас, в 2026 году. Вы измотаны, у вас выдался ужасный день, все валится из рук. И тут кто-то, близкий, говорит что-то под руку или начинает с вами спорить. Что мы делаем? Мы срываемся. Мы пишем едкий комментарий, отправляем гневное сообщение, которое удалить для всех уже не получится, или выкладываем тот самый токсичный пост в соцсетях, о котором пожалеем уже через 5 минут. Так вот, этот ордер на арест был для Генриха тем самым гневным постом. У нас ценой такой ошибки может быть испорченное настроение или ссора. У Генриха масштаб был королевским. Его минутная слабость превращалась в государственную машину уничтожения. В ту секунду он не думал о плахе. Он просто хотел нажать кнопку, чтобы прекратить спор, который его раздражал. Он сорвался, как срываемся мы, только в его руках было перо, решающее судьбы мира. Генрих взорвался. Подпись поставлена. Гневный пост опубликован, и стража уже получила уведомление. По всем законам логики Екатерина Пар должна была исчезнуть в недрах Тауэра, вслед за всеми своими предшественницами. Но судьба Адама ироничная. Она решила дать этой истории шанс на спасение. Все решило одно единственное неосторожное движение. Один из советников короля, неся этот страшный документ по длинным переходам дворца Уайтхолл, совершил роковую ошибку. Свиток, пахнущий свежими чернилами и гневом монарха, просто выскользнул из его рук и выпал из складок одежды прямо на каменный пол коридора. В огромном дворце, полном шпионов и заговорщиков, эта бумага могла пролежать несколько минут или часов. Но судьба распорядилась так, что ее нашел человек, преданный королеве. Свиток немедленно доставили Екатерине. Представьте состояние Екатерины Пар. Она разворачивает пергамент и вдруг видит собственное имя. Это не просто предупреждение. Это был список обвинений в ереси и государственной измене. Она читает приказ об аресте, который должен быть исполнен на следующий же день. Она видит подпись Генриха, того самого человека, которому она только что меняла бинты и читала псалмы. То, что произошло дальше, не было притворством. Это был настоящий чистый человеческий ужас. Екатерина поняла, она следующая. Она знала, как заканчивали те, кто был до нее. У нее не оставалось времени на долгие раздумья. У нее были считанные часы. Теперь давайте разложим эту партию по нотам. Представьте себе шахматная доска, где на одном конце абсолютный монарх с пером в руках, а на другом женщина, чья жизнь висит на волоске. Вот как Екатерина Пар переиграла смерть в 5 решающих ходов. Итак, ход первый. Искренний ужас как оружие. Когда Екатерина увидела тот самый листок, ее реакция не была притворством. Это был парализующий первобытный страх. Она закричала, и этот крик был ее первым ходом. Она не побежала прятать книги. Она просто рухнула на кровать и позволила своему горю вырваться наружу. Почему это было гениально? Потому что Генрих, сидящий в паре комнат от нее, услышал не голос заговорщицы, а голос страдающей женщины. Его вулкан гнева начал затихать под дождем ее слез. Итак, ход второй. Свой человек у изголовья. Кричащую королеву услышали все.
Генрих, встревоженный, отправляет к ней врача. И тут, внимание, судьба подыгрывает Кат. К ней приходит доктор Венди, человек, который был на ее стороне. Он шепчет ей: «Они знают все, но король смягчился, услышав твой крик». Доктор возвращается к Генриху и делает контрольный выстрел в королевскую совесть. «Сир, она умирает, но не от болезни, а от сознания того, что потеряла вашу любовь. Ее сердце буквально разбито». Ход третий, первый визит и вечер тишины. Генрих не выдерживает и приказывает отнести себя к ней. В этот первый вечер он видит ее бледную, слабую, почти прозрачную. Екатерина ведет себя идеально. Она не спрашивает об ордере, она ведь и не знает о нем. Она только шепчет. Как ей больно осознавать, что она могла чем-то его огорчить. Генрих сидит у ее кровати, гладит ее по руке. Он уже протер глаза от кровавого тумана. Ему снова уютно с ней. Но он король. Он не может просто сказать: «Ой, ладно, я передумал». Ему нужно, чтобы она признала его величие. Поэтому в тот вечер он уходит, так и не отменив приказ. Он ждет ее капитуляции. Ход четвертый. Великое отречение от ума. На второй день Екатерина совершает свой главный маневр. Она приходит к королю сама. Генрих, как старый кот, решивший поиграть с мышкой, снова заводит спор о религии. «Ну-ка, Кат, что ты там говорила про святых?» – как бы подначивает он. И тут Екатерина делает то, чего Гардинер никак не ожидал. Она выбрасывает белый флаг, расшитый золотом. «Мой повелитель», – говорит она, – «женщины – это всего лишь несовершенное отражение мужчины. Я спорила с вами не ради истины, а ради того, чтобы услышать вашу мудрость, чтобы вы, поучая меня, забыли о своей ужасной боли в ноге. Я ваша ученица, а вы мой единственный свет». Все, Генрих расцвел. Его эго раздулось до небес. Он снова самый умник, наместник Бога. Он обнимает ее и говорит: «Теперь мы снова друзья, Кат». Ход пятый. Забытый епископ. И вот тут самый человечный момент. Генрих так наслаждался своим триумфом над умной женой, так был доволен собой, что он просто забыл про Гардинера. Для него дело было закрыто в голове. Он и не подумал, что епископ уже начистил бляхи на сапогах и ждет утра. А теперь представьте себе эту сцену. Утро выдалось чудесное, из тех, что в Англии называют подозрительно приличным. В садах Уайтхолла щебетали птицы, а король Генрих и королева Екатерина сидели на скамье, воркуя, как пара голубков. И вот в этот пасторальный пейзаж, чеканя шаг, врывается команда зачистки во главе с лорд-канцлером Врёцли и 40 гвардейцами. А где же наш главный кукловод? Епископ Гардинер. О, он действует в своем стиле, он не лезет на рожон, он скромно пристроился в сторонке под сенью какого-то раскидистого тиса. Стоит, потупил взор, руки в рукава спрятал, само благочестие. А в голове у него уже трещат костры, Англия возвращается в лоно старой веры. И сам он, если не король, то надсмотрщиком над этой страной. Они-то, бедолаги, не знали самого главного. Генрих вчера вечером удалил свой гневный пост и очистил историю поиска. И вот, когда Врёцли начинает зачитывать статьи обвинения, произошло нечто странное. Генрих вскочил, насколько позволяла нога, и обрушил на него такой поток фирменного английского красноречия, что завяли даже королевские розы. «Плут!» — гремел король. «Дурак!» — летела вслед. «Скотина!» — добавлял он для пущего эффекта. Представьте себе глаза Врёцли. Он стоит с бумагой, а на него летит королевская слюна. И самые изысканные ругательства эпохи Тюдоров. «Да как ты смеешь прерывать наш отдых? Кто тебе дал право нападать на мою жену?» – орал Генрих, замахиваясь своей тяжелой тростью. В общем, вот именно так и закончилась великая охота на 6-ю жену. Лев остался при своей львице, а гиены уползли зализывать раны в свои темные углы. А чем же закончилась служба великого инквизитора? Падение Гардинера было таким же стремительным, как и его бегство из сада.
Генрих больше никогда не доверял ему так, как прежде. Тень этого позора преследовала епископа до самой смерти короля. Когда Генрих составлял свое завещание, он демонстративно вычеркнул Гардинера из списка регентов и советников для малолетнего принца Эдуарда. Он просто стер его из политического будущего Англии. В итоге Гардинер все-таки попал в Тауэр, но уже не как судья, а как заключенный. Правда, это уже было при следующем короле. Вот так мы и подошли к финалу целой эпохи. После того, как буря с ордером на арест утихла, во дворце воцарилось странное, почти торжественное затишье. Екатерина окончательно закрепила за собой статус, который не удалось получить ни одной из ее предшественниц. Она стала великой выжившей. Последние полгода жизни Генриха прошли в относительном спокойствии. Екатерина была для него всем – и преданной женой, и идеальной сиделкой. Она была тем самым тихим берегом, к которому причалил этот разбитый бурями корабль. Рождество 1546 года стало последним разом, когда семья Тюдоров собралась вместе. Представьте этот зал. Стареющий грузный король в своем кресле, спокойная Екатерина и дети, Мария, Елизавета и маленький Эдуард. Они еще не знали, что видят отца в последний раз в праздничном блеске свечей. А потом король слег окончательно. Его время истекло 28 января 1547 года. Эпоха Генриха VIII завершилась. Рядом с ним не было Екатерины, но это не было знаком немилости. По протоколу того времени смерть монарха – дело государственное, а не семейное. Рядом был Томас Кранмер, архиепископ Кантерберийский. Когда Генрих уже не мог говорить, он лишь крепко сжал руку Кранмера, давая понять, что доверяет свою душу Богу. Но прежде чем мы окончательно закроем тяжелую крышку саркофага и отправим Генриха в вечность, давайте сделаем короткую, но очень важную остановку. Нам нужно расставить все точки над «и», а точнее над одной старой и очень живущей сплетней. Знаете, я иногда читаю комментарии и нет-нет, да и наткнусь на одно безапелляционное заявление. Люди пишут с таким видом, будто они лично держали свечку. Да что вы нам рассказываете? У Генриха был сифилис. Это же всем известно. Давайте сразу поставим точку. Никакого сифилиса у Генриха не было. Это миф, придуманный намного позже для красного словца. У короля было достаточно других бед. Тяжелейший сахарный диабет, хроническая язва на ноге, кость уже гнила и отравляла его организм годами, метаболический синдром и колоссальный лишний вес. Этого набора хватило бы на троих, так что давайте в покое оставим сифилис и прочие глупости. Итак, Генрих VIII оставил после себя гору исторического мусора, горы трупов и горы долгов. Страна была разорена, казна пуста, монастыри разрушены, а на руках у новой власти клубок проблем, который разматывать придется еще очень долго. Но давайте, положа руку на сердце, скажем честно, какого еще короля вот уже 500 лет разбирают на запчасти с таким упоением? О ком пишут книги, снимают сериалы, спорят в научных журналах, да и просто на кухнях? Кто еще вызывает столько ненависти, восхищения, отвращения и любопытства одновременно? Генрих был чудовищем, бесспорно, но он был чудовищем, которое изменило ход истории Англии до неузнаваемости. Он порвал с Римом, создал собственную церковь, перекрыл религиозную карту страны и обратно уже не склеишь. И самое главное, он оставил после себя ту самую копию, свою копию, рыжеволосую девочку, которую так долго не хотел признавать, которая росла в тени казненной матери, которую объявляли то законной, то незаконной, то снова приближали ко двору. Если бы не Генрих, не было бы Елизаветы. Если бы не его гены, его упрямство, его железный характер, переданный дочери вопреки всему, Англия могла бы никогда не увидеть свой золотой век. Ирония судьбы? Да, чудовище породило гения. Тиран дал жизнь той, кто сделает Англию великой. Но к Елизавете мы еще вернемся. А сейчас, прежде чем мы окончательно похороним Генриха VIII, морально, потому что физически его закопали еще в 1547 году, я расскажу вам один удивительный факт. Вы знали, что когда Генрих умер, его тело... Нет, не съели собаки. Тут все гораздо сложнее.
Итак, давайте представим себе эту сюрреалистичную картину. 28 января 1547 года, глубокая ночь. Огромное, измученное тело Генриха VIII замирает навсегда. Казалось бы, пора бить в колокола, объявлять траур и готовить коронацию наследника. Но нет. В этот момент воцаряется странная, почти зловещая тишина. 3 дня мир не знал, что английский лев мертв. И эти 3 дня превратились в настоящий театр абсурда. За кулисами этой тишины стоял Эдуард Сеймур, брат покойной Джейн Сеймур и дядя маленького принца Эдуарда. Он понимал, тот, кто объявит первым о смерти короля, тот и будет диктовать условия новой жизни. Сеймуру нужно было время, чтобы захватить власть. Ему нужно было переговорить с членами совета, подкупить сомневающихся и закрепить за собой статус лорда-протектора. Ему нужно было лично привести маленького Эдуарда в Лондон, чтобы никто другой не успел перехватить ключ к трону. И пока Сеймур скакал во весь опор к племяннику, во дворце разыгрывался спектакль для лишних глаз и ушей. Итак, завтрак для покойника. Это звучит как сцена из фильма ужасов, но это исторический факт. Чтобы никто не заподозрил неладное, жизнь в королевских покоях продолжалась по расписанию. Слуги в накрахмаленных воротничках, как обычно, вносили в спальню Генриха серебряные подносы с его любимым завтраком. Жареное мясо, эль, хлеб – все это торжественно заносилось в комнату, где на кровати остывал монарх. За дверями специально шумели посудой, придворные музыканты играли, а стража стояла на посту с таким видом, будто король просто прилег отдохнуть и вот-вот прикрикнет на кого-нибудь. На самом деле еду за закрытыми дверями съедали доверенные лица, а запах разложения, который в тепле начинал исходить от огромного тела, которое весило около 180 килограмм, старались заглушить благовониями и сильными ароматами трав. Друзья мои, а теперь самый щекотливый вопрос. А что же Екатерина? И вот она тоже не знала. Ее главную сиделку, которая годами была при нем неотлучна, вдруг отстранили. Королю хуже, ему нужен покой. Врачи сказали не беспокоить, он спит, не велел будить. Она сидела в своих покоях и не понимала, что происходит. А за ее спиной в это время решалась судьба Англии. В это же самое время в Тауэре сидел Томас Говард, герцог Норфолк, старый интриган, дядя казненной Анны Болейн и Кэтрин Говард, человек, который всю жизнь провел в придворных играх и чудом дожил до старости, не сложив голову на плахе. Так вот, Норфолк должен был быть казнен 28 января 1547 года. Ему уже назначили день, уже точили топор, уже, наверное, он сам мысленно прощался с жизнью, и вдруг отсрочка. Представьте, приходит человек из дворца и говорит: пока казнь отменяется, отбой, и уходит. Норфолк остается в камере и думает: что за чертовщина, передумали, помиловали. А никто не говорит, что произошло, потому что признаться в том, что Генрих уже мертв, значит открыть карты слишком рано. А казнить Норфолка без приказа нового правительства нельзя. Он же не просто мужик с рынка, он герцог, его смерть – это событие государственного масштаба. А что же сам Генрих? Друзья мои, Генрих в эти дни был самым дисциплинированным королем в своей жизни. Он не орал на слуг, он не требовал новых казней. Он съедал все завтраки, которые за дверями потихоньку доедали пажи Сеймура. Он слушал музыку, которую музыканты играли для пустой комнаты. Генрих просто лежал, отдыхая от своих 180 килограмм плоти и бесконечной боли, пока Сеймур в соседнем кабинете лихорадочно дописывал завещание и распределял должности. Это был идеальный монарх для заговорщиков. Он все еще правил, но уже никому не мешал. 31 января 1547 года завеса тайны пала. Эдуард Сеймур объявил, что Генриха VIII больше нет. Екатерина Парр стала вдовой. Норфолк остался жив, хотя и в тюрьме. А Англия наконец-то начала дышать. Друзья мои, а теперь, если не боитесь, только если не боитесь, я расскажу вам, что случилось с телом Генриха. Потому что эта история, честно, не для слабонервных. Генрих VIII умер 28 января 1547 года в 2 часа ночи.
Ему было 55 лет. В последние годы он весил, поверьте, очень много. Итак, его тело забальзамировали. Придворные аптекари удалили внутренности, которые захоронили отдельно, а останки щедро натерли специями и солью, чтобы хоть как-то сдержать запах и разложение. Потом короля упаковали в свинцовый гроб, а гроб в деревянный ящик из вяза. И тут начинается самое жуткое. Похороны назначили на 16 февраля. Тело нужно было перевезти из Лондона в Виндзорский замок. Это путь не близкий, особенно для такого груза. Процессия растянулась на 4 мили, больше 1000 всадников и сотни пеших. Гроб везли на огромной позолоченной колеснице, запряженной 8 лошадьми и которых вели 8 мальчиков. По пути сделали остановку на ночь в Сайнхаусе, бывшем монастыре, который Генрих сам же и разогнал, а потом превратил в склад пороха. И вот тут на сцену выходит та самая обещанная собака. Помните, я вам говорила? Так вот, собака. Тело в свинцовом гробу, скажем так, не выдержало путешествия. То ли бальзамирование сделали плохо, то ли специй пожалели, то ли просто организм короля даже мертвый продолжал бунтовать. Но гроб лопнул. Или, как пишут источники, вспучился и лопнул. Из свинцового саркофага начала сочиться, вы понимаете, жидкость с запахом. На утро стражники, которые вошли в зал, замерли от ужаса. Собаки лакали эту жидкость прямо с пола. Самый могущественный король Англии, перед которым трепетала вся Европа, который казнил 2 жен и создал собственную церковь, лежал в луже собственного разложения, а псы лизали его останки. И вот тут, друзья мои, начинается самое жуткое совпадение. За 15 лет до этого один монах по имени Уильям Пито проповедовал перед королем и предрек ему: псы будут лизать твою кровь, как лизали кровь Ахава. Ахав – библейский царь, который позволял своей жене насаждать чужих богов. За это был наказан, его кровь лизали псы. Генрих тогда, надо думать, только посмеялся или разозлился, или отправил монаха подальше, вот этого я не знаю. А теперь пророчество сбылось в точности. И сбылось это в Сайоне, монастыре, который он же и разрушил. В ночь перед его похоронами собаки лизали то, что вытекало из короля. А в это время на берегу Темзы наши прачки, то и дело крестясь и суеверно сплевывая, жарко обсуждают тот самый собачий завтрак. Ох, пропасть! Это же Генрих собаки на десерт пошел. Тьфу ты, черт, прости, Господи! Вот тебе и пророчество монахова сбылось. Был королем, а закончил как пролитая похлебка в псарне. Что же было дальше? Гроб, видимо, кое-как залатали и повезли дальше. 16 февраля 1547 года Генриха VIII похоронили в часовне святого Георгия, рядом с Джейн Сеймур. На похоронах присутствовала Екатерина Парр. Она смотрела на церемонию с королевской ложи, одетая в черный бархат. Что она чувствовала в тот момент, история умалчивает. Но, думаю, вздыхала с облегчением. А хотите знать, что стало с телом Генриха? Ведь эта история достойна отдельного рассказа, мрачного, ироничного и, как водится с этим королем, полного черного юмора. Итак, прошло больше 100 лет, а Англия пережила казненного короля Карла I. В 1649 году после казни Карла его тело привезли в Виндзор для захоронения. И куда его положили? В тот же самый склеп, прямо на гроб Генриха VIII. Так их стало 3. Джейн, ты это видела? Кто это тут к нам подселился? Мы так не договаривались. И представьте себе, эту могилу Генриха и его команды просто забыли. Хорошо, что Генрих до этого не дожил. Итак, проходит еще 150 лет. В Англии правит Георг III, тот самый безумный король. Он решает построить себе новый большой склеп для себя и своей семьи. Рабочие начинают копать под полом, долбят стену и вдруг, бац, проламывают дыру в какую-то старую неизвестную камеру. Внутри темно, пыльно и стоят гробы. В то время Англией правил фактически сын Георга III, принц-регент и будущий Георг
IV. Он был человеком ужасно любопытным. Когда ему доложили: «Сир, мы нашли какую-то дыру с костями», он не сказал: «Закопайте обратно». Он сказал: «Вау, круто, давайте посмотрим, что там». Он позвал своего придворного врача, сэра Генри Хелфорда. Принцу очень хотелось проверить легенду, правда ли, что Карл I лежит именно там. Они вскрыли гроб Карла I. Доктор вытащил голову, приставил ее к телу и подтвердил: да, это он, шея перерублена топором. Потом они заглянули в гроб Генриха VIII, и вот там они увидели огромный скелет, на котором, о чудо, еще сохранились куски рыжей бороды. Доктор, недолго думая, вырвал несколько волосков себе на память. Представляете? 300 лет. Генрих лежит, никого не трогает. И вдруг его борода оказывается в кармане у врача. Но это только начало. Самое мерзкое впереди. И оно касается не Генриха, а его невольного соседа по могиле, Карла I. Его 4-й шейный позвонок был аккуратно перерублен, ровно там, где прошел топор палача. И вот этот позвонок Хелфорд забрал. Если вы думаете, что он отнес его в музей или передал историкам, вы плохо знаете английских врачей XIX века. Сэр Генри Хелфорд, личный врач 4 королей, президент Королевской коллегии врачей, человек с безупречной репутацией и титулом баронета, в течение следующих 30 лет использовал этот позвонок как солонку. И вот представьте начало XIX века. Роскошный особняк доктора, званый ужин, дамы в шелках, кавалеры в мундирах, изысканные вина, фазаны на подносах. И вдруг кто-то говорит: передайте, пожалуйста, солонку, да-да-да, ту из шеи его величества, будьте так любезны. Эта вакханалия продолжалась почти 75 лет. Кости и волосы хранились в семье Хелфордов как семейная реликвия. Но в 1888 году об этом узнала королева Виктория. А Виктория, как мы знаем, шутить не любила, особенно когда дело касалось чести монархии. Она пришла в ярость от того, что кости ее предка служат развлечением для гостей за обедом. Она приказала немедленно вернуть позвонок. Внук доктора, пристыженный, принес кость во дворец. Виктория лично проследила за тем, чтобы склеп снова вскрыли, и этот злосчастный позвонок положили обратно в гроб к Карлу I. Друзья, я надеюсь, вы оценили масштаб нашего падения. В прямом смысле слова. Давайте по-хорошему. Один ваш клик, и я обещаю не приходить к вам ночью в образе Карла I с солонкой в руках. Это же честный обмен. Ваш спокойный сон нам лайк. И вот теперь, друзья мои, давайте подведем этот волосатый итог нашей детективной истории. Что же стало с рыжими волосками нашей синей или рыжей бороды? Ситуация получилась по-английски ироничной. Если шейный позвонок бедняги Карла I, благодаря гневу королевы Виктории, в итоге совершил триумфальное возвращение домой и воссоединился с владельцем в гробу, то Генриху повезло меньше. Его рыжая борода так и осталась, простите за каламбур, в свободном плавании. Кусочки бороды Генриха официально так и не вернули. Похоже, наш король так и остался лежать слегка общипанным. Эти рыжие волоски, вырванные любопытным доктором, разбрелись по миру. Они осели в потайных ящичках коллекционеров, в архивах странных антикваров и, возможно, даже в чьих-то фамильных медальонах. И как мы любим шутить, ничего страшного, Генри. Борода не голова, новая отрастет. Хотя в его конкретном случае это утверждение звучит уж слишком саркастично. Зараза такая, внешность испорчена окончательно. Друзья мои, давайте на этом и попрощаемся с Генрихом в его коммунальной квартире. Тем более, что компания там очень колоритная. Представьте этот уютный склеп. Лежит наш Генрих, а под боком у него Джейн Сеймур, та самая, единственная и любимая. Рядом пристроился Карл I, которому мы общими усилиями только что вернули недостающую запчасть. И венчает эту группу маленький ребенок королевы Анны. Он тут ни в чем не виноват, он просто сосед по этажу из другого века.
Что они там делают долгими ночами? Ну, Генрих, понятное дело, без умолку травит байки о своих былых победах, о том, как он показал всему миру Кузькину мать. Джейн Сеймур послушно кивает, благо голова у нее, в отличие от некоторых других жен, осталась на месте. Карл I тоже вставляет свои 5 копеек, потирая восстановленную шею. А маленький ребенок просто молчит. Ему и так нормально, да и по возрасту говорить еще не положено. Вот так они и лежат вчетвером. Тишина, покой и никаких завтраков. А стабильности в мире нет. Да, родной, тебя на них не хватает. А мы отправляемся к Екатерине Пар. Ей 35. Она сравнительно молода, сказочно богата и впервые за долгие годы абсолютно свободна. Корона снята, двор остался позади. Обязанности перед старым королем больше не тянут к земле. И в сердце, которое столько лет было занято долгом, выживанием и политикой, все еще живет чувство к тому самому Томасу Сеймуру. Тому, которому она однажды в апрельском саду 1543 года тихо сказала «да». И теперь, когда Генриха больше нет, это «да» снова обретает голос. Ну вот такая история. С костями и бородами в склепе разобрались. Пора и на свет Божий выбраться. А там нас опять ждет свадьба. Ну что вы, готовы видеть нашу королеву замуж еще раз? Лично я не очень. Но кто ж меня спросит? Сердце-то не прикажешь, даже если это сердце королевы. А выбрало оно, ну скажем прямо, того еще прохвоста.